провис барабан на стиральной машине. Вон видно, да? И сегодня мы будем это решать. В принципе, все. Поехали. Привет, друзья, с вами Илья, и сегодня у нас на обзоре стиральная машина Ariston Qualtis, модель AQSL109. Что у нас случилось? У нас в этой модели провис барабан, деформировался манжет. И сегодня мы отремонтируем эту машину, снимем крышку, посмотрим, найдем причину и отремонтируем ее. Все, так, снимаем верхнюю крышку, сзади у нас два самореза. Выкручиваем. Крышка снимается, сдвигается вперед, вперед и вверх. Видно здесь, что у нас барабан сместился в эту сторону. Вот. Видно, что сместился. Видно, что у нас пружина. Ну, пружина не оборвалась. А у нас видно, что оборвался ухо. Вот это вот. Очень интересно. Ухо оборвалось. Вторая пружина. Вторая пружина. В целом, в принципе, нормальная. Друзья, ну, причина у нас банальная. Просто оборвалась. Причем непонятно. Обычно вот эти все пружинки, они с такими пластмассками. А здесь что-то нету. Может, она вниз упала. Я, например, не вижу. Значит, конечно, посмотрю. Вот видно, да? Там стоит на пружинке такая пластмасска. Будем делать. Сейчас я в целом буду это все делать, снимать противовес. Но еще могу сказать, у нас здесь убитые подшипники. Я сейчас для наглядности просто вытащу бак, чтобы вам показать, как сделать ее, вот это ухо пропаять. Оно пропаяется обычным паяльником, но мы сегодня сделаем очень интересный такой ремонт в плане вот этого уха. Сделаем капитально, как для себя, скажем так. Все, в принципе, вытаскиваем мы бак. Здесь подшипники убиты, мне в любом случае здесь... Так, друзья, ремонтируется, снимается противовес, наклоняется машина, чтобы у нас барабан ушел в эту сторону, именно на меня, и более-менее удобно, в принципе, его пропаять, сделать паяльником, не вытаскивать. Вот это, друзья, снял я бак. Вот он у нас. Слышно, что у нас подшипники, люфт такой, ну, нормальный, большой. Ну, ладно, в общем, с подшипниками мы сейчас будем концентрировать наше внимание на именно вот на этом. Вот порванное ухо у нас. Вот она. Вот пружинка. И, конечно же, его прорвало. Вот эти пружинки, они обычно ставятся вот на эти пластмассы. Это со второй пружины я снял. У этой пружины я не нашел. Может быть, ее разломило, она улетела. Машинка очень сильно эксплуатируется, очень много на ней стираю, там семья большая, и, соответственно, нагрузка очень большая. Машинка не старая относительно, то есть она вот так вот одевается. Эта пластмасса, она именно предотвращает стирание, ну, прорыва вот этого уха. Там не было ее, может быть, на заводе не поставили, может быть, и она сломалась просто, я не знаю, не нашел ее в машине, друзья. Сейчас мы будем вот это восстанавливать. Так, друзья, что нам нужно? Нам нужен обычный китайский вот такой вот паяльник, вот. Чем мощнее, тем лучше. Вот здесь, вот, по-моему, на 40 или на 60 ватт, точно не знаю, по-моему, на 40. Здесь наклейка уже стерлась. Когда-то было обозначение. Ну, я им чисто паяю в баке. Дальше что нам понадобится? Нам понадобится такая вот гаечка. Это у нас гаечка стенов, синтезитов аристоновских обычная. Вот маленькая, которая есть на 10, а здесь на 8. Вот это. И две шайбы. Вот такие вот размером. Довольно-таки большие. Сейчас я покажу, как мы это все будем ремонтировать. Гайка у нас вот эта на 8. Она идеально входит сюда, то есть в это отверстие. То есть мы ее туда заводим. Вот она у нас зашла. И дальше мы ее запаиваем. Мы ее запаиваем сначала гаечку. Туда, с этой и с той стороны. Чтобы она у нас не вылетела.
Дальше нам вот эта ступенечка, вот здесь вот эта пластмасса, нам не понадобится, и мы ее убираем, потому что у нас мы будем ставить еще гайку, это шайбу дополнительно вот так вот, именно для усиления. Так, всю гаечку мы, саму гайку мы закрепили. Теперь что мы делаем? Теперь мы убираем вот этот прорезанный пружиной, вот этот прорез. Что мы делаем? Мы частично берем с боков, вот здесь вот, туда заводим. И частично можно взять эту пластмассу с каких-нибудь бортиков. Вот, например, вот отсюда, видите? Вот это ушко. Можно чуть-чуть взять пластмассу вот отсюда. Но у меня в целом пластмассы такой очень много. И я использую, конечно, пластмассу другую. Ну, страшно ничего нет. Это просто для фиксации половинок. Бак все равно у нас заклеенный. Вот этот, то есть из угла можно чуть-чуть отрезать. Так, все, мы, в принципе, все сделали. Пропаяли все. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно поставить вот такие шайбы. Это для усиления. Вот так вот, видите? Да? Это для усиления. Вот. Сюда же сместим ее чуть-чуть. Теперь мы ее закрепляем. Так, как все вплавили, можно, в принципе, вверх вот этот подсрезать. У нас главное, чтобы оставалась шапочка, куда вставляется она. Главное, чтобы она крепилась. Вот. Все, видите? У нас хватает и одной шайбы на одну сторону. Вот у нас как получилось, друзья. Очень прочно. Потому что вот этой шайбы и одной гайки, которая внутри, будет вполне хватать. Вторую пружину делаем аналогично также. Друзья, так в целом, в принципе, есть. Если есть какая-нибудь планочка на пружинку, чтобы не протирала, можно поставить ее и без гайки все это сделать, конечно, пропаять. Все это будет у нас держать. В принципе, все. Вот такой сегодня простенький ремонт. Этот ремонтик я увидел у одного из хороших мастеров, коллеги. Он с Украины, парень Андрей. Ссылочки на его на инстаграм я оставлю под описанием видео. Андрей, тебе привет. Какие-то интересные ремонты или мысли, или нестандартные какие-то выходы, как с этой петелкой, потому что я их тоже ремонтировал, но не так. Вот, мне очень понравился, как именно ход мысли, как можно сделать это. Вот, пишите на почту или пишите комментарий, оставляйте обратную связь. В принципе, все. Бак отремонтировали. Ремонт довольно-таки простенький, но очень интересный.
Друзья, разыгрываем мы очередную стойку, держатель. Где в прошлый раз ушли в Белоруссию. Я добавил сюда еще 3 участника, которые написали комментарии. Так, отвернусь даже. Вот. Я уже думал, пустая бумага. 720 Легос. 720 Легос. Друг, я тебя поздравляю. Напиши, куда отправить тебе эту стойку. Адрес твой. Друзья, также оплачивать 500 рублей у нас получает. Выбрал комментарий с прошлого видео. Турпал 3 икса. Вот мой комментарий. Вот, куда отправить 500 рублей. Напиши мне. В принципе, все. Всем пока-пока.